Сахар, кофе, мясо нельзя. Это кормит рак. Витамины могут навредить. Нельзя делать массаж, он разгоняет метастазы. Перелеты противопоказаны. Занятия спортом противопоказаны. Интернет завален статьями и видеороликами о том, что нельзя пациенту с онкологией. Складывается ощущение, что онкопациентам вообще нельзя ничего. Все это крайне неверно. И самое плохое, что в это верят даже пациенты. Меня зовут Анастасия Мочалова. Я врач-онколог, химиотерапевт с 20-летним стажем, доктор медицинских наук. Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому в этом видео я подробно разберу, основываясь на исследованиях, 10 мифов, связанных с противопоказанием онкологических пациентов. И расскажу, что на самом деле нельзя делать при онкологии. Онкология окружена множеством мифов и страхов. Многие пациенты начинают избегать любых факторов, которые кажутся потенциально опасными, даже если научных оснований для этого нет. Как говорится, от греха подальше. Но давайте разбираться. Миф первый про сахар, кофе, мясо, фастфуд. Очень популярно мнение о том, что есть так называемые противораковые продукты. Это миф. И также, что есть продукты канцерогены. Что правда, но с большим жирным «но». Речь не о том, что сами по себе продукты могут вызывать онкологию, а о том, что при избыточном потреблении этих продуктов они могут вызывать состояния, которые далее могут спровоцировать рак. К тому же очень важно иметь в виду и образ жизни. Если вы курите, например, при этом ведете нездоровый образ жизни и ваш рацион состоит из одних быстрых углеводов и сосисок, то, конечно, вы повышаете риск развития онкологии. Все должно быть в меру. Кстати, про продукты, о которых ошибочно говорят, что они вызывают рак, расскажу вот в этом ролике. Посмотрите, и многое станет понятно. Друзья, сбалансированное питание, и будет вам хорошо. Миф второй. Спорт истощает ослабленный организм. Некоторые думают, что физическая нагрузка усиливает кровоток и ускоряет рост опухоли или ее метастазирование. Но нет научных данных, которые подтверждают, что спорт способствует распространению рака. Наоборот, умеренная активность улучшает иммунный ответ, что может положительно сказаться на лечении. Умеренная физическая нагрузка улучшает качество жизни, помогает справляться с усталостью, а физические нагрузки адаптируются под состояние пациента и способствуют улучшению физической формы, снижению тревожности, депрессии. Современные исследования подтверждают, что спорт безопасен и даже улучшает результаты лечения, если нагрузки адаптированы под состояние пациента. На базе нашего отделения мы проводили исследование, которое доказало о положительной роли физических упражнений на результаты лечения. Показано было улучшение качества жизни по показателям общего физического функционирования у пациентов, и эти результаты отражены в диссертационных работах. В этом ролике я рассказываю более подробно про роль физических упражнений в лечении онкологического диагноза. Третий миф. Нельзя делать массаж, он разгоняет метастазы. Во время массажа усиливается кровообращение и лимфоток. Многие предположили, что это может способствовать разгону раковых клеток через кровь или лимфу и вызывать метастазирование. Но это научно не обосновано. В некоторых случаях врачи советуют избегать массажа в определенных зонах, например, в области опухоли или после операции, чтобы не повредить ткани или избежать боли. Но не потому, что существует риск распространения метастазов. Появление метастазов – это более сложный биологический процесс, который включает отделение клеток от опухоли, проникновение их в кровоток или лимфу, выживание клеток в новой среде или образование новых опухолей. Массаж никак не может повлиять на этот процесс. Массаж безопасен для онкологических пациентов, если он проводится профессионально с учетом их состояния. Исследования показывают, что массаж помогает уменьшить боль, снизить тревожность, улучшить общее самочувствие. Единственные противопоказания к массажу могут быть связаны с конкретными медицинскими состояниями. Так, например, тромбофлебит, инфекции, раны. Четвертый миф. Нельзя находиться на солнце. Научно доказано, что длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может вызывать рак кожи, например, меланому. Также проводился метаанализ, в котором было доказано увеличение вероятности возникновения рака молочной железы. Да, солнечный ожог или длительное пребывание на солнце может быть вредным, особенно для людей с кожными заболеваниями. Но это не значит, что пациентам с онкологией нельзя совсем выходить на солнце. Некоторые предполагают, что солнечное излучение может активировать опухоль или ускорить ее рост из-за влияния ультрафиолета на организм. Но научных данных, подтверждающих, что ультрафиолетовое излучение влияет на рост опухолей, кроме случаев, связанных с меланомой или другими типами рака кожи, нет. Солнце действительно повышает риск развития меланомы, но если у пациента другая форма рака, например, рак легких, умеренное нахождение на солнце не представляет опасности. Ключевое слово здесь – умеренное. Также во время
время химиотерапии, радиотерапии или других видов лечения врачи часто советуют ограничивать пребывание на солнце. Это связано с тем, что кожа становится более чувствительной и повышается риск ожогов или пигментации. Пятый миф. Нельзя путешествовать, летать на самолете. Существует распространенное мнение, что онкологические пациенты не должны путешествовать или летать на самолете из-за угрозы для их здоровья или риска усугубления состояния. Однако нет никаких известных патогенетических механизмов, которые бы могли вызвать прогрессирование заболевания на фоне перелетов или путешествий. Ряд рекомендаций, которые дает доктор пациенту, может быть связан с рисками тромбоэмболии и необходимости профилактики таких состояний. Но речь не идет о запрете и об ограничениях в привычном ритме, мобильности и качестве жизни. Миф шестой – это про святое – баня и сауна. В интернете есть множество постов, связанных с призывом к ограничению или полному запрету посещения бани и сауны. Такие утверждения авторы часто связывают с активацией процессов метастазирования и прогрессирования заболевания. Но нет прямых достоверных доказательств об эффекте бани и сауны на агрессивность заболевания. И необходимы исследования. Строгие ограничения могут быть связаны с другими эффектами бани или сауны, которые могут привести к ряду осложнений после хирургического лечения, например, или на фоне системной химиотерапии. Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально. Стоит сказать, что в Финляндии на протяжении 24 лет проводили большое проспективное когортное исследование, где изучали роль бани и не нашли взаимосвязи с посещением бани-сауны с риском возникновения онкологии. Ряд работ сообщает о безопасности инфракрасной сауны, однако результаты должны быть тщательно проверены, а риски взвешены. Друзья, если вы или ваши близкие проходят лечение от онкологии, не дайте мифам ограничить свою жизнь. Важно понимать, что онкология – это очень многофакторное заболевание, и роль каждого из мифов минимальна в возникновении этого заболевания. Поэтому наслаждайтесь жизнью, и все ограничения, которые требуются непосредственно каждому из вас, вам скажет лечащий доктор. Обязательно поделитесь роликом, подпишитесь. Ссылка на мой телеграм в первом комментарии, там мы сможем всегда быть на связи.